Всем привет! Сегодня я покажу вам другой Вьетнам. Современный, аутентичный, захватывающий дух и не похожий на тот традиционный Вьетнам, который вы привыкли видеть. Мы с вами посетим 3 интересные локации в Ханое, 2 из которых пока мало известны среди туристов. Обязательно досмотрите этот ролик до конца, чтобы не пропустить захватывающие виды Ханоя с высоты. Первая локация – это Mega Grand World. Эта локация открылась в конце 2023 года и сразу привлекла к себе внимание. Она находится в жилом районе Vin Homes Ocean City 2, недалеко от районов Ocean Park и Экопарк в Ханое. Туристическая локация Mega Grand World, расположенная внутри этого района, задумывалась как альтернатива Bana Hills в Дананге или Винперл в Ничанге. До совсем недавнего времени в столице Вьетнама не было подобной привлекательной локации для туристов, но теперь она наконец появилась. Туристическая локация совмещена с обычными малоэтажными жилыми комплексами, поэтому в будущем здесь скорее всего будут отели или квартиры для съема, в которых можно будет остановиться на время. До Mega Grand World ходят бесплатные автобусы из центра города, Ocean Парка и Экопарка, так что вы легко сможете туда добраться практически в любое время суток. Если вы будете добираться туда из центра города, вам нужно будет подойти на остановку возле Ханойского оперного театра, где находится конечная остановка автобуса OCT2. Этот автобус довезет вас прямо до Mega Grand World. Вход на территорию Mega Grand World абсолютно бесплатный. Там есть все для интересного отдыха. Симпатичные скульптуры, прогулка на гондоле по реке, аттракционы, множество кафе, ресторанов и магазинов, большое количество фотозон, аквапарк. Архитектура строений в обеих частях комплекса напоминает европейские или корейские улочки. Похожий стиль строений можно наблюдать в Bana Hills в Дананге. Каждый день вечером здесь проходит световое шоу на реке под названием Grand Voyage. Шоу проходит с 9 до 10 часов вечера. Если вы хотите посмотреть световое шоу от начала до конца, советую приехать заранее. Так вы наверняка подгадаете время начала и найдете лучшие места для просмотра шоу. Шоу также абсолютно бесплатно, поэтому любой желающий может его посмотреть. Если вы будете в Ханое, обязательно посетите эту локацию. Неизвестно, сохранится ли бесплатное посещение этой локации в будущем, поэтому пользуйтесь моментом. Тем более, что это отличная возможность сделать уникальные фотографии и хорошо провести время. Следующая необычная локация – Ханойское метро. Самая первая ветка метро была открыта 6 ноября 2021 года. Тогда это вызвало огромный ажиотаж среди местного населения, так как это самая первая открытая ветка метро в истории Вьетнама. Эта линия называется 2А и проходит от центрального района Донгда до района Ходонг. Пока что эта ветка метро больше используется в качестве новой туристической локации в Ханое, так как даже сами вьетнамцы часто там устраивают фотосессии и катаются по этой ветке, чтобы посмотреть на панораму Ханоя. Но также эта ветка используется для разгрузки трафика на дорогах, так как в сторону района Ходонг по вечерам обычно огромные пробки. В августе 2024 года также заработала вторая ветка метро в Ханое. Пассажиры теперь могут перемещаться из района Бак-Тель-Ем в район Каузяй. Конечная станция Каузяй находится возле Ханойского зоопарка. Как сообщают вьетнамские издания, всего на данный момент работает 8 наземных станций на новой ветке. К 2027 году планируется открыть еще 4 подземные станции на этой ветке. Давайте и мы прокатимся по первой ветке метро и посмотрим на Ханой совершенно нового ракурса. Сейчас мы находимся на станции Катлин, это первая станция зеленой ветки метро в Ханое. Когда вы поднимаетесь на эскалаторе, кстати, вы можете подняться либо на эскалаторе, либо на лифте на основной второй этаж, вы подходите к такому автомату и покупаете билет до нужной вам станции. Мы сейчас находимся на этой станции метро, и здесь вы видите все станции метро, которые есть на этой ветке. Я хочу сейчас проехаться до конечной станции Яння, и проезд, соответственно, будет стоить 15 тысяч донгов. Но, как вы видите, стоимость проезда варьируется в зависимости от того, до какой станции вы хотите проехать. Итак, нажимаем Яння, конечная станция 15 донгов. Я внесла 20 тысяч донгов вот сюда. И сейчас нажимаем ОК. Вот, мне выдала сдачу 5 донгов. И вот здесь моя карточка. Вот так выглядит проездной билет в метро в Ханое. Еще обратите внимание, что в этих автоматах нет оплаты картой. Так что, если вы хотите оплатить свою поездку картой, вы можете подойти сюда, Tickets Information. Я думаю, что здесь в кассе можно купить билет за
безнал. Итак, теперь мы с вами идем на вход непосредственно в метро. У нас вот это вот single journey ticket. Так вот прикладываете и проходите. Самая главная фишка, которая есть здесь и которого нет почему-то в наших отечественных метро, это туалеты. Туалеты есть абсолютно на каждой станции метро. О, как раз мы прибыли. Заходим на поезд. Вообще класс. Вот так вот выглядит поезд. Здесь, как видите, единая система вагона. Вот, можно его пройти вот так насквозь. Длинный поезд, как вот так же в Малайзии. Вот я когда была в Куала-Лумпуре, там такого же типа поезда. Заметьте, что здесь в вагонах вообще нет никакой рекламы. Очень чистенькие, очень уютненькие вагончики. Я бы даже сказала, по вьетнамским меркам это стерильная чистота. Посмотрите, здесь на полу даже ни одной бумажки, ничего не валяется. Класс. Молодцы вьетнамцы. За метро они следят очень хорошо. Вот, мы прибыли. Конечная станция Яньням. Заметьте, что большинство людей используют лифт, чтобы спуститься на первый этаж. Смотрите, сколько людей сразу набежало. Хотя отсюда можно спокойно спуститься и пешком, и либо на эскалаторе. Вот здесь вот еще часть людей спускается сейчас на эскалаторе. Вот так в целом выглядит станция метро. Любая на этой ветке. Если вы хотите выйти со станции, вам нужно отдать билетик внутрь, сюда, и выйти. На самой конечной станции нет никаких таких достопримечательностей, вот только какая-то автобусная станция, в принципе, и все. Как выглядят ханойские станции метро снаружи? Вот такие вот строения большие, которые тянутся вдоль проезжей части. Вся поездка от конечной станции до конечной станции заняла около 20 минут. Не так уж и долго. На самом деле эта ветка достаточно маленькая пока что. Но будем надеяться, что в будущем ханойское метро разовьется, потому что здесь планируется около 10 веток, которые будут охватывать весь город. Следующая наша локация – Ханой Лотте Observation Deck. Ханой Лотте Observation Deck находится в Лотте-центре в третьем по высоте здании во Вьетнаме. И мы сегодня планируем подняться на 65-й этаж, чтобы посмотреть на Ханой с высоты и насладиться панорамным видом. Этаж со смотровыми площадками имеет круглую форму. В этой локации есть несколько баров, мини-магазинчиков с сувенирами, площадок с выставкой картин. Сами смотровые площадки оборудованы столиками и привлекательными фотозонами. С одной из площадок вы можете посмотреть на город через большой бинокль, чтобы в деталях рассмотреть дома и кипящую жизнь вьетнамских улочек. Самое лучшее время для посещения этой локации – вечером перед закатом. Если погода стоит ясная, у вас будет уникальная возможность поймать закатные лучи солнца над столицей Вьетнама. По вечерам в баре здесь проходят выступления с живой музыкой. Если вы хотите провести романтический вечер с шикарным панорамным видом на Ханой, рекомендуется бронировать столик заранее. Вы можете взять традиционную вьетнамскую одежду Áo Dai на прокат и пофотографироваться. Вот так вот выглядит женский Áo Dai. Здесь сверху идет вот такая вот накидка, как платье, и здесь идут брюки. Áo Dai традиционный делается из шелка. А вот так вот выглядит мужской Áo Dai. Здесь, получается, идет просто такой, как кафтан,
И брюки одеваются обычные у мужчин. Могут быть тоже шелковые, но могут быть и простые. Если вы будете в Ханое, обязательно посетите все локации, о которых я рассказала в этом видео. В реальной жизни они выглядят еще более захватывающе. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие ролики про Вьетнам. Всем пока!